Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. В этом видео обсудим с вами анонс новых типов эсминцев, их прокачки и кастомизации, расширение общей и личной прогрессии, ввод новых кампаний Галактической войны с более ценными наградами, а также другие будущие нововведения из рапорта гейм-директора Arrowhead Микаэля Эриксона. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, мы начинаем. 4 июня было опубликовано очередное сообщение от одного из руководителей студии Arrowhead, а именно гейм-директора Микаэля Эриксона. Для начала он объяснил, над расширением каких типов прогрессии хеллдайверов в данный момент ведется активная работа. С нашей точки зрения в игре есть две большие категории прогрессии. Общественная прогрессия – это вклад сообщества в галактическую войну и совместное путешествие, и прогрессия игрока, ваше личное развитие, а также ваш вклад и влияние на ход галактической войны. Мы регулярно получали отзывы о наших планах по эндгейм прогрессии. Игроки спрашивали о повышении максимального уровня и новых модулях корабля. Если кратко, мы считаем, что старые элементы прогрессии, например, простое повышение уровня, недостаточны и не решают ваши проблемы на фундаментальном уровне. Мы поднимем уровень, но в идеале, углубляя прогрессию, мы хотим предложить ценные улучшения для всех типов игроков, а не только для тех, кто уже открыл 100% всего контента. Касательно общественной прогрессии, в самое ближайшее время будет введен новый тип кампании Галактической войны с более ценными наградами за выполнение. Одним из таких трофеев станет совершенно новая машина тактической разведки. Одни из самых эпичных моментов в игре случались, когда сообщество объединялось ради общей цели, начиная с получения крутых наград и формирования лора вселенной, например, открытие экзокостюма, спасение детей или удержание рубежа против иллюминатов на Калипсо. Однако мы хотим улучшить взаимодействие игроков с Галактической войной, их сотрудничество и получение наград. Например, никогда не было до конца ясно, приводят ли действия сообщества к разным исходам, или это просто иллюзия. Реальность такова, что влияние сообщества на Галактическую войну действительно меняет ситуацию, но даже когда мы проделывали большую работу для подготовки разных исходов, нам было трудно донести это до игроков. Кроме того, если вы не присоединились в самом начале большого события, например, битвы за Суперземлю или вторжения на Киберстан, понять, что происходит, было сложно. По этим и другим причинам в июне мы запускаем кампании Галактической войны. Если кратко, кампании — это следующая эволюция главных приказов. Они будут длиться примерно 1-3 недели, и мы сделаем так, что всегда будет понятно, какая кампания активна, как идут дела, каковы результаты и что поставлено на карту. Еще хорошая новость: мы поняли, что игроки хотят зарабатывать больше наград, поэтому с появлением кампании всегда будет как минимум одна награда за выполнение условий. Мы хотим сделать эти награды особенными, потому что считаем, что игроки заслуживают большего, чем просто медали. Мы будем экспериментировать с разными наградами, от эффектов, меняющих геймплей, до крутых предметов, и вместе с вами продолжим тестировать это в ближайшие месяцы. Это также даст игрокам больше целей помимо варбондов. Первая награда, которую вы сможете заслужить – новый МТР. Следующим нововведением в Галактической войне станут планетарные фронты, в рамках которых мы будем сражаться за достижение ключевых стратегических точек на планетах с разными вариантами врагов, а также эффектами, меняющими геймплей. Перед запуском игры мы экспериментировали с динамическими фронтами на планетах, где игрокам нужно было принимать стратегические общественные решения на уровне планеты для ее освобождения
освобождения. Идея была многообещающей, но мы поняли, что на тот момент у нас не хватало контента, чтобы реализовать ее должным образом. Теперь мы чувствуем, что добавили достаточно контента, чтобы воплотить наше видение планетарных фронтов, и это будет следующим большим шагом в развитии галактической войны. Когда Йохан Пилстед рассказывал в комментариях на своей странице об экспериментах с системами в стиле Roguelite, он говорил именно об этом. С внедрением планетарных фронтов миссии будут разделены на категории: оборона на освобожденных территориях, фронтовая война на линии фронта, в тылу врага на территориях под контролем врага. Игроки будут сражаться за достижение ключевых стратегических точек на планетах, например, городов, где в разных районах могут быть разные активные варианты врагов. И, конечно, вам все еще придется иметь дело с гейммастерами. В финальной версии функции также будут эффекты, меняющие геймплей, и последствия за достижение целей по освобождению планет, например, освобождение города за определенное время или отключение вражеской артиллерии в одной точке для открытия решающих операций. Наша цель — сделать освобождение планет более увлекательным для вашего отряда и углубить системы галактической войны и общественной прогрессии. Нам предстоит еще поработать над дизайном и разработкой, но я хотел поделиться одной из идей, которые мы активно прорабатываем. Подробности об этих изменениях в ближайшие месяцы. Личная прогрессия каждого хеллдайвера будет переработана, и личные приказы будут кардинально изменены. Для меня, как гейм-директора, важно, чтобы личные мотивы игроков играть в Helldivers 2 не вступали в конфликт с целями их текущего отряда или сообщества в целом. Я считаю, что личные приказы сталкивались с этой проблемой много раз, поэтому мы преобразуем эту систему в прогрессию личной кампании. Идея в том, чтобы каждая кампания галактической войны сопровождалась личной наградной дорожкой. Таким образом, даже если сообщество не достигнет общей цели, игроки все равно смогут внести свой вклад в личные цели и получить крутые вещи в знак участия в той или иной кампании. Это изменение произойдет не с запуском кампании галактической войны, но мы планируем внедрить его в этом году. Кроме того, уже в скором времени нас ждет расширение списка доступных эсминцев с их индивидуальной прокачкой и кастомизацией. Мы готовим два больших изменения для эсминцев: расширение игровой прогрессии и добавление кастомизации, чтобы каждый корабль был уникален. Область, которая не раскрывает свой потенциал, это система модулей корабля. Сейчас у всех игроков один и тот же путь прогрессии, почти без свободы выбора или возможности адаптироваться под разные стили игры. И даже если вы открывали все модули, ваши корабли не выглядят по-разному и не создают ощущения индивидуальности. Поэтому и по другим причинам мы работаем над полноценным пересмотром системы модулей корабля. Добавим больше свободы выбора и значительно расширим возможности для прогрессии. Мало того, мы добавляем новые корабли. У нас теперь есть отдельная команда по кораблям, которая работает над первым из них. Мы намерены сделать так, чтобы у каждого нового корабля были свои уникальные пути прогрессии, специализации и кастомизация. И если вам они понравятся, мы продолжим их добавлять, по крайней мере те, что уже запланированные. Я пока не могу сказать, когда новый эсминец попадет к вам в руки, но обязательно поделюсь подробностями позже в этом году. И напоследок Микаэль затизерил список исправлений старых и уже надоевших всем багов, а также улучшений качества жизни каждого адалаза, которые выйдут уже очень скоро. И последнее, чем я могу поделиться, это список некоторых предстоящих исправлений, которые, как мы надеемся, улучшат ваш опыт в Helldivers 2. Вы можете ожидать эти изменения очень скоро. Хеллдайверы смогут использовать помощь в перезарядке
случае, если либо носитель, либо перезаряжающий имеют соответствующий рюкзак. Больше эмоций. Будет 8 слотов для эмоций вместо 4. Уменьшение задержки ввода при использовании Стима. А в более отдаленной перспективе мы работаем над отскакиванием стратегем. Мы собрали специальную группу для создания прототипов исправлений и надеемся решить проблему к концу года. Управлением капсулой при приземлении. Аналогично проблеме стратегем. Мы также беремся за эту давнюю проблему. Улучшением передвижения врагов и игроков, включая коллизии с окружением и уменьшение штрафов к передвижению от травы и растительности. Повышением максимального уровня до 300. Улучшениями экономики и ресурсов. Исправлениями в меню варбондов и супермагазина, чтобы упростить навигацию. Закрытым бета-тестированием, сосредоточенным на стабильности и балансе. На этом заканчивается перечень будущих нововведений от гейм-директора Микаэля Эриксона. Напишите в комментариях, что думаете о вводе новых систем прогрессии, в особенности кастомизации эсминцев и всех остальных тизерах, которыми руководство поделилось с нами в этом сообщении. Что касается ситуации на карте Второй Галактической, основные цели текущей директивы от высшего командования, а именно магмовые планеты К и Фьюри, в данный момент находятся под нашим полным контролем. Очередная попытка Легиона закрепиться в этом районе через планету Чарбол не увенчалась успехом. Однако, с другой стороны фронта, большое количество халков совместно с подразделением реактивного батальона автоматонов в ходе мощной пердотяжной атаки захватили Чухи и двинули свои железные седалища дальше, в сторону Матар-Бэй. Очевидно, их конечной целью является помощь в захвате магмовых планет. На грани провала находится и срочная кампания освобождения на планете Гидробиус, которая до сих пор не привлекает нужного внимания дайверов. Мы все еще можем успеть победить и предотвратить распространение бездны, так как до окончания таймера остается около 5 дней, но из-за большого уровня кампании и количества ХП планеты в 6,5 миллионов действовать нужно уже сейчас. На этом мы завершаем с главными темами этого ролика и переходим к обзору актуального личного приказа и разделу комментариев от подписчиков. Личный приказ на ближайшие сутки – уничтожить 100 любых врагов демократии с помощью стратегемы автопушки. Пробил час рубрики «Комментарии подписчиков» под прошлым видео. Первый комментарий на сегодня оставил Каста Смайлз. Обожаю этот сериал. Как там его название? Разработчики не тестируют свой контент. Какая это уже часть сериала? Как сообщил гейм-директор, в более отдаленной перспективе студия работает над запуском закрытого бета-тестирования, но, как можно видеть, конкретных сроков обозначено не было. Второй комментарий от XLiv. Ну просто замечательное обновление. Теперь графика замыленная, пиксели острые, словно ножи, и FPS на дне. В прошлом видео я показывал ответы комьюнити-менеджера и продакшн-директора о том, что исправление самых важных проблем апскейлинга уже в разработке, так что будем ждать. Завершает рубрику на сегодня комментарий от Резус. По поводу аналога Кадии у нас уже есть Рирга Бэй, уже какой раз за нее воюем и не даем расшириться бездне. В данный момент уже не Рирга Бэй, а Гидробиус находится в угрожающем положении. Если большинство хеллдайверов не обратят внимания на эту планету, бездна сможет все-таки расшириться. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео. Не забывайте ставить свой эдско-десантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.